Оковы на руках защелкнул, лицо докрасил, обруч с шипами на шею надел. Плененный мертвец из игры «Могильный зов 3» готов кромсать недостойных, произнес Оливер потусторонним голосом и стал дурачиться перед зеркалом. Это был его первый Хэллоуин с друзьями, поэтому он хотел, чтобы все было идеально. Стоп, что-то еще. Накладная рука. Он обменял ее на пакет желейных червяков у парня из магазина пластинок. Куда она подевалась? Оливер огляделся по сторонам. Вот ты где. Когда это я положил тебя на шкаф? Он потянулся к руке манекена, но вдруг отпрянул. Что-то было не так. Раз, два, три. 8 пальцев? Разве их было не 5? Что за извращенный искусственный интеллект это сделал? Восьмипалая пластиковая конечность поднялась с места и кинулась на него. Оливер едва оторвал ее от лица и уставился в щелкающую клыкастую пасть посреди ладони. Это что еще за... Из пасти вырвалась липкая паучья нить прямо ему в глаза. Он с размаху швырнул руку манекена в стену, сорвал с лица паутину и бросился из комнаты в коридор. «Софи, Аманда, новый конец света! Новый конец света!» – закричал он. Из кухни с размаху вылетела Софи и всем телом врезалась в стену в коридоре. «О, черт!» – Оливер ринулся к упавшей Софи. Софи смотрела в темноту за окном, и мысли снова поволокли ее на поиски сестры. Она поймала взглядом незнакомку в желтом плаще со стрекозой на волосах и через мгновение поняла, что это ее отражение. «И как эта девчонка уговорила меня взять паузу на сегодня?» Задумчиво пожала она плечами. Что-то в ней есть такое хитрое в этой 8-летней Аманде. Костюм, конечно, получился крутой. Обернулась она к зеркалу, чтобы еще раз посмотреть на себя в полный рост. Она давно хотела нарядиться на Хэллоуин в Каролину из страны кошмаров. Раз уж на то пошло, почему бы и нет? Голубые волосы у нее уже есть, очки в круглой оправе и брошь со стрекозой она купила в везучем фургончике у этого языкатого продавца с кучей детей. Оливер вызвался сделать линзы ее очков похожими на пуговицы. И, к ее удивлению, у него неплохо получилось. Желтый дождевик она одолжила в жутком магазине манекенов, где ей пришлось заселфиться с потлатым продавцом, который разговаривал с манекенами и утверждал, что фото для мамы. Вот только от дождевика чем-то несет. Она поднесла воротник к носу, подступил приторный запах жженого сахара, валерьяны и какого-то ладана. Как будто... Она втянула воздух сильнее и обернулась. Под дверью что-то светилось. Таинственным бирюзовым светом. Тело напряглось. Запах шел оттуда. Софи поспешила в коридор, открыла дверь и шагнула в цветное туманное зарево. «Аманда! Оливер!» Туман волной вырывался из кухни. Оттуда с воплями вылетали призраки. «Вы слышите? Опять конец света начался!» Закрывая нос футболкой, Софи прошла в затуманенную кухню. Бирюзовые призрачные черепа окружили под потолком, сплетая неоновую полупрозрачную паутину. «Там Аманда?» В ее костюме ведьмы с махровыми тапочками. Девочка схватила что-то со стола, быстро поднялась на табурет и забросила горсть прямо в огромную, как жестяной чан, тыквенную голову, из которой жирным питоном вверх полз густой столб дыма. «Аманда, я иду!» — крикнула Софи. Но та не обернулась. «Аманда!» — прикрикнула та еще громче. Девочка услышала ее и обернулась, но ее глаза, они горели сиреневым огнем. «Что-то не так». Софи кинулась к команде, но призрачные головы с потолка градом посыпались на нее. Не задели, но в стороне из стула с отчетливым хрустом стали прорезаться деревянные паучьи лапы и клыкастая пасть. Другая утварь в комнате следом приобрела похожий паучий облик. Они шипели и бросались на Софи, пока холодильник не швырнул ее об стену в коридоре. Как раз тогда Оливер увидел Софи и помог ей подняться после удара. «Там Аманда!» – заглянул он в кухню. Девочка завороженно смотрела в огромный тыквенный котел и мешала варево. Оттуда с криками вылетали новые призраки. «Что она там делает?» Оливер схватил торшер и стал отгонять паучью мебель. «Шла! Вот тебе, ха!» Пнул он хлебницу и робот-пылесос с 8 лапами, но этих тварей становилось слишком много. Софи поднялась на ноги. «Нужно вытащить Аманду». Она подбежала и обхватила девочку руками. «Пора на воздух», — скомандовала Софи и попыталась оттащить Аманду, но та была слишком сильна. Софи заглянула ей в лицо.
По щекам девочки текли крупные слезы. «Паук!» — крикнул Оливер, отшвырнув тостер и перебив паучьи лапки холодильнику. «Паук на ее шее!» На шее Аманды сидел огромный амулет паука. Он вонзал свои железные лапки все глубже в кожу девочки, впрыскивая сиреневый яд и подчиняя ее своей воле. Софи сорвала амулет, но Аманда отшвырнула ее к стене. Тыква перевернулась и бурлящей салатовой лавой стала заливать кухню. Призраки вылезли из мебели и стали метаться с пронзительными криками по всей комнате. Вырвалось из горла Софи. Амулет вонзился железными лапами в ее ладонь. Она размахнулась и шлепнула ладонью об пол. Из медальона раздался душераздирающий женский вопль. Призраки ринулись роем под землю. Посуда задребезжала, двери на мебели стали стучать, стены захрустели. Оливер в суматохе поспешил помочь Софи подняться. На пару они подхватили обессиленную Аманду и поспешили из кухни на задний двор. Здание оторвалось от земли и устремилось вверх, высвобождая длинные паучьи лапы в его основании. Софи и Оливер спешно отбежали подальше. Дом, медленно двигая лапами, пошел прочь, сотрясая землю, присоединяясь к другим паучьим зданиям, которые шли куда-то на запад, разрушая своими лапами сараи, заборы, баннеры и площадки. Сбитые с толку люди, кто напуганно, кто возмущенно, а кто в слезах смотрели, задрав головы им вслед. Аманда! Аманда! Софи осторожно хлопала девочку по щекам, чтобы привести в чувство. Нужно отнести ее к доктору. Она взяла Аманду на руки и двинулась вперед. «Блин, я забыл выключить утюг», — вдруг произнес Оливер. «Ладно, в другой раз». Махнул он рукой и поспешил помочь Софи. Поддержи наш проект подпиской на Бусти и ВК Донат и получи доступ к артбуку, комиксу и книгсам прямо сейчас. Ссылку ты легко найдешь в описании под этим видео.